Привет, Арми. Во время специального интервью для журнала GQ между Чон Чингуком и Ким Тэхёном произошло нечто очень милое. Чингук, который всегда казался очень внимательным ко всему происходящему вокруг, повернулся к Тэхёну, как будто ему нужно было его одобрение, чтобы продолжить. Этот жест показал, насколько он ему доверяет и, как всегда, ищет его поддержки. Реакция Тэхёна была не менее особенной. Он попытался сделать вид, что не замечает взгляда Чингука, с выражением лица, которое, казалось, говорило: «Если я не буду двигаться, никто меня не заметит». Такое взаимодействие между ними показывает глубокую связь, которая их объединяет, молчаливое общение, которое может быть только между двумя людьми, которые глубоко любят друг друга. В очень запоминающемся прямом эфире, перед тем, как они оба должны были завершить свою военную службу, Тэхён сделал очень милый поступок. Он показал всем запись, которую он сделал, на которой Чингук спит и храпит рядом с ним. Этот момент был очень особенным, потому что он показал, что они не просто делят одно пространство, они спят вместе в одной кровати. Тэхён записал храп, а затем поделился записью со всеми, шутливо демонстрируя им комфорт и доверие, которые их связывают. Такая ситуация обычно происходит только между людьми с очень близкими отношениями, где нет секретов или стыда в раскрытии самых интимных подробностей их повседневной жизни. Еще один трогательный момент произошел, когда Тэхён поздно ночью вел прямую трансляцию из своей кровати в Лос-Анджелесе. Он не мог уснуть и решил поговорить со своими подписчиками, пока Чингук крепко спал рядом с ним. Во время разговора храп Чингука был отчетливо слышен, а Тэхён продолжал говорить, как будто это было совершенно нормально. Самым трогательным моментом стало то, как он спонтанно наклонился и поцеловал Чингука. Его голос даже был записан в прямом эфире. Этот жест демонстрирует глубокую привязанность, которую Тэхён испытывает к Чингуку, любовь, которая проявляется естественно, даже когда один из них спит и не подозревает о происходящем вокруг. Со временем Тэхён и Чингук стали более открыто проявлять свои чувства друг другу, они больше не пытаются скрывать спонтанные проявления нежности. Значимый взгляд или понимающая улыбка, когда кто-то упоминает что-то друг о друге, эта эволюция в сторону большей выразительности демонстрирует невероятную эмоциональную зрелость, чувство безопасности в их отношениях, которое привело их к открытому обмену тем, что раньше они показывали только в уединении. Все чаще можно увидеть, как они взаимодействуют с той степенью близости, которая бывает только у очень близких пар, используя невербальный язык, который говорит о многом. Больше всего в их отношениях меня восхищает то, как это проявляется в мелочах повседневной жизни, в том, как они ищут друг друга взглядом в людных местах, в том, как их тело естественным образом тянутся друг к другу, в небольших актах доброты, которые показывают глубокое понимание потребностей и привычек друг друга. Это не чрезмерные жесты или постановочные представления, скорее, это подлинные выражения чувств, которые росли и укреплялись с течением времени, преодолевая препятствия и расстояние. Их отношения учат нас тому, что настоящая любовь не требует громких заявлений, а строится день за днем посредством маленьких жестов безусловной заботы и привязанности. Во время интервью для GQ Тэхён и Чингук поделились несколькими особенными моментами, которые показывают, насколько они близки. Несмотря на то, что они сидели в разных местах, было ясно, что у них очень особенные отношения. Рассказывая о своем времени в Лос-Анджелесе, оба сказали, что были там очень счастливы и хотели бы вернуться. Тэхён упомянул, что они могли бы жить там вместе, и Чингук тут же ответил, спросив, может ли он остаться в доме Тэхёна. Этот разговор показал, насколько комфортно им было бы жить вместе, что бывает только между людьми, которые полностью доверяют друг другу. Лос-Анджелес стал для них очень важным местом, где они пережили много прекрасных моментов, которыми поделились со всеми. Однажды они провели прямую трансляцию из своей машины, где выглядели очень расслабленными и естественными, как обычно, шутили и смеялись. Особенность этого момента заключалась в том, что они не играли на камеру, они просто были самими собой, и это позволило всем увидеть, какими бывают их отношения, когда они наедине и в комфортной обстановке. Также известно, что у них были романтические свидания там, хотя они не показывали это публично, в нескольких постах они намекали, что наслаждаются особенным временем вместе. Их видеопоздравления с днем рождения, посвященные друг другу, еще раз демонстрируют, насколько они заботятся друг о друге.
На свой день рождения Тэхён получил очень трогательное сообщение от Чингука, который записал видео, в котором поделился личными воспоминаниями и выразил, насколько важен Тэхён в его жизни. Позже Тэхён сделал то же самое на день рождения Чингука, записав не менее эмоциональное сообщение, в котором была очевидна радость, которую он испытывал, отмечая жизнь своего друга. Эти видео, хотя и были записаны в их личное время, они решили поделиться ими со всеми, позволив нам увидеть, как они радуются жизни друг друга на созданной ими вместе платформе, демонстрируя глубокую и искреннюю привязанность. В одном из особенно запоминающихся эфиров Чингук даже раскрыл свой аккаунт в Instagram по просьбе Тэхёна. Интересно то, что Тэхён единственный, кто знает о закрытом аккаунте Чингука. Когда Чингук публично делится этим секретом, это показывает, насколько он доверяет мнению Тэхёна и насколько оно для него важно. Такие мелочи свидетельствуют об очень близких отношениях, они делятся секретами и доверием, которые мы обычно храним только с по-настоящему особенными людьми в нашей жизни, с которыми мы можем быть самими собой, не боясь осуждения. Их также видели вместе на тренировках, где они поддерживали друг друга в достижении своих целей в фитнесе. В прямом эфире с пляжа, несмотря на присутствие других участников BTS, было очевидно, что Тэхён и Чингук часто проявляли заботу друг о друге, обмениваясь взглядами и улыбками, которые демонстрировали их близость. Но, пожалуй, один из самых удивительных моментов произошел во время полета. Тэхён удобно устроился на коленях у Чингука, не беспокоясь о том, кто это заметит. Этот непринужденно сделанный снимок демонстрирует физический комфорт, который они разделяют, а также их уверенность в естественном выражении близости. Все эти моменты позволяют нам понять, что отношения между Тэхёном и Чингуком очень особенные и глубокие. Речь идет не об одном или двух конкретных моментах, речь идет о связи, которая продолжает проявляться в различных ситуациях и местах. То, как они поддерживают друг друга, как делятся секретами, комфорт, которые они демонстрируют, находясь вместе, и как отмечают важные события и даты, все это показывает отношения, выходящие за рамки простой дружбы. Это связь, построенная с течением времени, основанная на доверии, уважении и глубокой привязанности. Если внимательно понаблюдать за Тэхёном и Чингуком, можно заметить, что они всегда ищут друг друга даже в людных местах. Словно между ними существует особая связь, которую чувствуют только они сами, связь, которая связывает их без слов. Когда они вместе на телевидении или публичных мероприятиях, их тела естественным образом притягиваются друг к другу, словно магниты. Самое интересное, что эти жесты кажутся незапланированными, они происходят спонтанно, демонстрируя подлинность и искренность их отношений. Любовь между Тэхёном и Чингуком проявляется в мелочах, которые они делают друг для друга. Например, когда Чингук устает после концерта, Тэхён часто подходит к нему, чтобы спросить, все ли у него в порядке, или предлагает ему воды, даже не дожидаясь просьбы. И наоборот, когда Тэхён выглядит грустным или обеспокоенным, Чингук садится рядом, нежно гладит его по волосам или шепчет что-то утешительное. Эти простые жесты демонстрируют их глубокую заботу и внимательность к потребностям друг друга. Со временем мы наблюдали, как их отношения развивались и становились все более открытыми. Сначала их взаимодействие казалось более сдержанным, словно они не знали, как проявлять привязанность на публике. Однако, после нескольких лет совместной жизни, они стали чувствовать себя более комфортно, выражая свои чувства. Теперь они чаще обнимаются, держатся за руки или обмениваются той особенной улыбкой, которая появляется только когда они вместе. Эта эволюция показывает, что их связь укрепилась, и они обрели уверенность, чтобы выражать свои отношения естественно. Что делает Тэхёна и Чингука такими особенными, так это естественный подход к их отношениям. Даже перед камерами или на важных мероприятиях они не выглядят наигранными, они не притворяются, все происходит спонтанно. В различных прямых эфирах мы видели невероятно трогательные моменты, например, когда Чингук кладет голову на плечо Тэхёна, ничего не говоря, или когда Тэхён нежно касается руки Чингука во время разговора. Эти небольшие действия не запланированы, они встречаются, потому что их близость настолько реальна. За эти годы мы также наблюдали, как они вместе преодолевали различные трудности, начиная с самых первых шагов в своей карьере. С самых юных лет до того, как стать всемирно известными артистами, они всегда находили друг в друге поддержку.
Они сталкивались с расстоянием, давлением славы и критикой со стороны различных кругов, но оставались едиными, находя утешение друг в друге среди всех этих испытаний. История Тэхёна и Чингука учит нас тому, что настоящая любовь может расти и становиться сильнее с течением времени. Их отношения демонстрируют, что когда чувства настоящие, нет необходимости их скрывать или притворяться. Благодаря многочисленным прямым трансляциям и публичным выступлениям они позволили нам увидеть, как их связь продолжает расти, становясь крепче день за днем. В них мы видим не только трогательную историю, но и урок о важности быть самими собой и ценить тех, кто всегда рядом, поддерживает нас и любит нас безоговорочно. Отношения, построенные на доверии, заботе и привязанности, продолжают развиваться с течением времени, делая каждый момент, проведенный ими вместе, особенным для всех, кто их видит, и заставляя многих верить, что их история навсегда останется одной из самых трогательных историй взаимоотношений в мире развлечений. You know I'm always on.